2キロは2.5で、あと水が入って打つんですけども。Чё, あ、はい。5っていわゆる2.5は2キロに対しての水の2.5という。水はね、それに対して約半分。約半分.はい。Гречка, когда ее только соберут, она зеленого цвета. Но постепенно она меняет цвет на более желтый и все больше и больше такому красно-коричневому. Чем дольше она лежит, тем более она такая коричневая. Соответственно. Поэтому, скорее всего, все то, что продается у нас, это просто уже старая гречка, которая пролежала уже очень много лет. Это надо обязательно проверить. Даже... Вот тут есть тестик такой, вот видите, она светлая, эта гречка, она светлая. Там, да? Мы сначала думали, что она какая-нибудь не такая, как у нас, потому что мы типа должны славиться гречкой. Скорее всего, это ошибка, и это нужно проверить, потому что темная гречка говорит, что это старая гречка. Вопрос. Вот так это, собственно, устроено. Каждый раз насыпается такая кучка муки, и щеточка сметает, забирает ее с собой вот сюда, жик, и выметает в определенную какую-то форму. А мука все сыпется и сыпется. Это похоже на бильярдные кии или на катану. Он их укладывает и прячет вот туда. У них такая стоечка. Класс. Вот этот парень достал какой-то чан прекрасный. Невозможной красоты, огромный. Дальше он взвешивает муку. 500. Сейчас будет скоро. Нет, 900 он взвесил. 900. Через ситечко вот так вот все это сеется. А вот, пожалуйста, вода пошла. Так, это сколько у него здесь? Литр. Так, вот так руками он это все делает. Пересыпает, выровнял. И сразу практически половину уже вылил. Половину вылил. Сейчас, наверное, все выльет. Нет. Вот так руками. Вот он молодец, старается. Движения уверенные. Тем временем наш дружище уже сделал такие комочки покрупнее. А воду все подливает и подливает. В общем, мы вернулись, вот смотрите, что у него происходит. Прошло еще 5 минут, смотрите уже, что получается. Комочки становились крупнее и крупнее. И в итоге он их уже скатал в такое тесто. Пока это тесто еще такое слабофактурное, оно такое грубое. Но оно уже форма пошла. Усилие такое на размягчение пошло. Вернусь через 5 минут. Добро пожаловать обратно. Смотрите, что он сделал. Он сделал такую, я не знаю, что это такое, конус, не конус. А, вот теперь уже шар. Так, он похож на сыр. Класс. Ну, я так понимаю, что он просто делает блин. Ладненько делает блин. И вот катана. Раскатана. Понеслась. Движения рук, смотрите, какие интересные. Примерно на 25 человек. Ого, труда сколько, а? А по вкусу ручная соба вкуснее, чем механическая? Вопрос дурацкий, но может не ответ оригинальный. Конечно, вкуснее. Чем? Чем? Чем механическая. Ага, понятно. Дзенский такой, куанский. Куанский вопрос, куанский ответ. Мы поменяли палочку, вот видите, она лежит рядом, а теперь новая. Он взял какую-то другую. Она сильно не отличается в диаметре, но другая. И начинает ее вот таким же образом раскатывать. Так. Овал получился. Овал. 知らない方が多いですよね。日本に来られたロシアの方は食べることがあっても、Вот давлением все делается, конечно. Так, вот она. 体験されるのもいいでしょうし、これはね、本当に大きいもの売ってますけど、結構 Достаточно большой кусок уже. 自分らで И пошла дальше раскладочка.
Раскаточка. Обратите внимание на форму. Уже квадратик. И еще. По краям, по こ краям. れでもまだこれぐらいそうですまだこれぐらいまだこれぐらい Это еще очень толстый пока. Да, это очень толсто сбивает. Вот теперь вот такое движение, он уже в этот квадрат вкатал эту штучку и понеслась. Меняет направление раскатки. Поменял. Сейчас он просыпет снова. Ой. Потер. Ну, в общем, получается почти правильная форма. そうでうどんがこっち関西の方でそうですねそういう感じでねあるはあるんです Достаточно на нее давит. 関西はうどんとかね Начинает, дело идет к концу, потому что она начинает рваться по краям уже, то есть она очень тоненькая становится. Вот краешки рваные, но и уже и лист сам здоровый сам по себе. Он его весь уж почти докатывает. 端々はまあああいう風に切れてくるんですけどもねまあそのやってる края все равно срезаются, так 真ん что 中 ничего がね страшного. 切れないことやっぱり最初の頃はきっとしてもね乗せてる間にビビッと焼けてきますけ Самое ど сложное сделать, чтобы она в центре не рвалась. Ну, Поэтому человек специально очень долго тренируется, чтобы научиться делать так, чтобы она не разорвалась в центре. У киотцев и у токийцев, скажем, у западной Японии и восточной Японии разные вкусовые приоритеты. Если кансайцы, западные японцы, больше любят глубину вкуса, то восточные японцы больше любят насыщенность. И поэтому, скажем, это ты про дачи, про да, соус. это продачи. Если в Токио используют, допустим, и Сворачивают. и соевый соус больше, и, скажем, там грибы, ведущие такие, еще что-то, то в Киото больше любят такой вот именно самый глубокий вкус, который То есть в каждой провинции свой как бы рецепт, что ли, да? Который Вот он сейчас засыпает так обильно достаточно все это мукой. И свой приготовленный уже блин. Вот чуть ли не как святыню какую-то. То есть изначально длина самой лапшинки соба определяется вот как, ну, наверное, как вот длина ладони, что ли. Может быть, чуть-чуть больше. Вот они сразу весы легли. Контейнеры подготовил. Открыл. 8 слоев, вот говорят. А сколько весит порция одна? Вот я так и не спросил. 50 грамм Нет, готовая. готовая. Все, понеслась. А готовая, в смысле, уже с водой? Вот это вот он отбирает порции. Да, отбирает. По 150? Да, по 150 грамм. 150 грамм порция, да. Вот он И вот здесь убрал как раз- лишнее. Здесь как раз И на понеслась. 25 человек. Да, на 25 человек. Здорово. Так вот она и режется. Красота. Красота. Хитрость еще в том, что у них один конец, вот этот вот в данном случае, обрублен, а вот этот конец они не обрубают, они оставляют его закругленным. Вот смотрите, он сейчас ее трясает. Вот конец обрублен, вот он его положил, а дальний кончик у них закругленный. То есть, если ее развернуть, она будет очень длинной. Вот, видите, вот. Вот этот конец, он не обрезан. 湯がいて、まあ、水吸ってもうちょっとありますけどねもう少し Сама лапша в таком нарезанном состоянии где-то примерно 150 грамм на человека. Ну, естественно, потом, когда она уже сварится, пропитается водой, она становится чуть подешевле. そば粉が 2.1 でつなぎ粉が Но бывает, что если 0.4 キロ дополняется, скажем, пшеничной мукой, то тогда идет разделение гречневой муки 2 килограмма 100 грамм Понятно, и 400 грамм мизер. пшеничной муки. После этого смешивается с водой. Воды примерно половину от муки. Интересно. まあおそば Вопрос 主流 был は про 大体 то, 2.8 почему で стопроцентная и そ не ば屋専 стопроцентная 門 соба 店 используется. でそば粉だけで売った Для чего делать 22,80? っていうのを当店ではご用意しております Можно же было просто стопроцентное делать. Вопрос. それにはまず何もが入らない形です Говорят, потому что легче есть, легче проходит по пищеводу и так далее. Как раз более разбавленная, Мягкая, да, разбавленная как бы? пшеничной мукой, да, она становится более мягче, и это как бы для японцев больше нравится. Но А стопроцентное для кого? стопроцентная для тех, кто именно придерживается Экологи такой, да? во-первых, экологии, здоровья и которым нравится более твердое. Угу. Органика. Это, вот, например, мне очень нравится. Да. Демодживари. И, конечно, настоящие фанаты собы едят именно стопроцентную собу. Да.
Это так. またうちでこちら海苔も野菜 Вот そばに кунжут, по-моему, принесли, а это вот Ясай гречка. соба, но наконец каунですか？ Еще まあ какая-то. お好みで使っていただくってことですね。 Это гречка, это кунжут. はい。でこちら А вот が это что? 一口田舎そば。 Это васаби. はい。 Это лук. これは田舎です。 А вот и Американку. приехала. つなぎが入ってますね。こちらは入ってます。でこれはメリケンコから。そうです。これがね揚げたそれではい揚げたものですね。 Это из пшеничной муки. Из пшеничной Сделан муки. такой, как Обжарочка. как темпа такая, легкая. Это все для овощной сопы, который я заказал. Ага. А у тебя はい。 это санчо, это особый такой, とこちらがおぼろそば豆腐。 Типа перчик. особая приправа, которая очень острая для языка. То, что А вот даже используется- то, что тофу, используется который- для унаги. Только который делается из гречки. 通常ねいつも店で出す時は、このおぼろそば豆腐の上におネギカツを、生姜ですね乗せて出してるんですけどちょっと別にするっていうことで、はい、 Для соевого, вернее, для тофу из гречневой муки, из собы. гречки, да, из собы, сделан еще и специальный соус, который сделан по тому же принципу, как делаются дащи для собы. То есть особым образом Это особенно замес приготавливается, соли, да? особенно замес. А это грубая деревенская, да? Вот это грубая деревенская, да. Она видно с окроплениями, с такими, как точечки видно. Я думаю, что у нас был примерно такой же. Должна быть. Потому что в России, как я понял, грубая деревенская продается. Так это то, что надо? То, что надо? Да. А вот и мне приехало. Самые крупные порезки я заказал. こちらがですね鴨汁です。 Так, расчищаем место, смотрите. わおですね。わおが出ましたね。 Соба итальяно. そうですね。 А это? А, это これがね、う уточка. ちまたこう呼び込んでね、珍しいんで、これがわざわざね、太切りがちょっとね、Это у них 言われますね。 их специалитет, потому что обычно в ресторанах собы не делают вот такую толстую нарезку. Ну, это я попросил, просто мне хочется фактуру языком нет, это- почувствовать. Они, А, они, у них они фишка здесь это такая. делают, просто это их фишка. Что в других ресторанах такой нет. В общем, вот такая вот эта история. Замечательная, по-моему. Замечательно.